Скорее всего, вы задумывались, во что же можно полетать в 2024 году. Господи, как тут поставить паузу? На кат-сценах не ставится пауза. Доставайте чай, кофе, а мы начинаем. У микрофона Heller Show. Сегодня перед нашим вниманием игра Хорус. Могли бы эту игру просто назвать «Мучение». От создателей Deep Silver и Koch Media. На видео, кстати, 3 попытки моего квеста. Почему-то подсказка была на миллионной попытке. С этого квеста и началось мое знакомство с этой игрой. Кстати, графика у этой игры, на удивление, была приятная для 2024 года. И да, я, конечно, не хочу сильно настаивать, но я тут для вас стараюсь сделать контент, поэтому было бы неплохо, если бы вы поставили большой палец вверх и подписались на мой канал. И вам лучше, так сказать, и мне приятно. А мы продолжаем обзор. В игре мне понравилась очень графонистая начинка. Также в игру добавили очень приятное управление, чего тоже могу отметить в этой игре. А также 2 вида двигателя, которые можно поочередно включать в игре. Эта анимация будет каждый раз, когда вы заходите в ангар. Когда я зашел в ангар, я увидел всякие улучшения. По улучшениям сначала я, конечно же, увидел пушки, а также щиты, но не торопитесь тратить все кредиты на них. По крайней мере сразу. А вот модули можно прикупить заранее. Про щиты я вам еще попозже расскажу. Полетели дальше. Кредиты мы в этой игре собираем через чуйку. Ну, примерно вот так. В игре, кстати, большое разнообразие квестов. Иногда смешные до боли баги. Ой, недолетик получился. Извините, простите. Квесты будут из разряда поговорить с этим, помочь вот этим вот роботам, потому что они не справляются, довести подобного рода корабль до точки, с разного рода дополнениями к квесту, попутно стреляя во врагов. И я уж не знаю, что съели разработчики, пока делали способности у этой баржи, но это выглядит очень забавно. Кстати, фрагменты щитов для улучшения будут выпадать из квестов, именно поэтому я сказал, не покупайте их в начале. А также будут выпадать пушки и модули. Халява, так сказать. Кстати, с кат-сценами как будто бы нету балансов. Первый раз я их увидел в начале, а второй через 2 часа игры. Конкретно по графике к этой игре у меня вопросов не было. По графике наш канал ставит 7 из 10. А вот по спецэффектам взрывов и так далее ставим 10 из 10. Почему, я вам объясню далее. В игре присутствует очень много недоработок и багов, которые почему-то автор решил скрыть. Зачем? Непонятно. Все равно ошибки заметны. По управлению мы этой игре ставим 9 из 10, потому что есть небольшие ошибки. Ну там, знаете, двигатель выходит из строя. Но, наверное, автор решил как-то посмешить игроков своими ошибками ради контента. Далее перейдем к сюжетной части. Играешь ты себе такой, стреляешь, летаешь, наслаждаешься, но думаешь, чего же собственно не хватает этой игре? А не хватает как раз сюжета. За сюжет мы этой игре ставим 1 из 10. Оценку я такую поставил, потому что в игре отсутствуют кат-сцены, а также полностью отсутствует оформление квестов и диалогового окна. Общая оценка этой игре я поставлю 6 из 10. У микрофона был Heller Show. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.